На шоссе 285 начался хаос, когда произошло столкновение нескольких автомобилей. Но когда на месте происшествия появился этот кот, то, что произошло дальше, ошеломило даже самых опытных спасателей. В тот день солнечный свет пробивался сквозь деревья вдоль межштатной автомагистрали 285 в Колорадо. Затем, откуда ни возьмись, обычный гул уличного движения был нарушен визгом шин и резким скрежетом металла. Он был достаточно громким, чтобы напугать животных, прятавшихся поблизости, в том числе одну рыжую полосатую кошку, забившуюся глубоко в придорожные кусты. Ее уши дернулись от внезапного шума, и она обернулась в сторону творящегося хаоса. Столкновение было ужасным. Несколько автомобилей были искорежены, из-под смятых капотов поднимался дым. Воздух наполнился запахом сжженной резины, когда водители вышли из машины. Некоторые из них были явно дезориентированы, другие застыли на месте. И как раз в тот момент, когда он уже не мог стать громче, вдалеке завыли сирены. Большинство животных бросились бы на утек от этого звука, но не эта кошка. Вместо того, чтобы убежать, из-под леска выполз рыжий полосатый кот. Затем, не колеблясь, он ступил на горячий асфальт и начал лавировать между застрявшими машинами, направляясь прямо к месту аварии. К тому времени, как прибыли пожарные службы Южного метрополитена, их красные грузовики прорезали дымку. Кот уже исчез в самой гуще. Но пожарный Эндрю Беккер заметил это мельком. Он только что выпрыгнул из своего грузовика, когда перед его глазами промелькнула оранжевая полоса. На секунду он застыл. Кошка? Бегущая к месту крушения? Он моргнул и стряхнул это с себя. Нужно было работать. Пока пожарные и парамедики разбегались веером, Беккер выкрикивал инструкции. «Проверьте под машинами!» Он осторожно пробирался сквозь обломки, следя за каждым шагом. Некоторые машины были разбиты до неузнаваемости. Позади него выли сирены, двигатели работали в холостую, люди кричали. Но он не отвлекался. Затем он увидел это снова. Та самая оранжевая вспышка, которая теперь спокойно сидела на крыше разбитой машины. Полосатый кот взмахнул хвостом, заглядывая в узкое отверстие в искореженном металле. Само по себе это ничего бы не значило, если бы не то, как он был сосредоточен. Беккер остановился. Его инстинкты сработали. Он подкрался ближе, пригибаясь, не сводя глаз с кошки. Она не двигалась. Ее уши были вытянуты вперед, тело насторожено. А затем она издала резкое мяуканье. Беккер присел на корточки и заглянул в узкую щель под кошачьим взглядом. Его желудок сжался. Между сиденьем и спущенной подушкой безопасности была зажата молодая женщина. Она не двигалась. Ничего. До сих пор ее никто не видел. «У нас тут еще одна!» — крикнул он с тревогой в голосе. «Женщина лет 25 без сознания!» Кошка, напуганная внезапным криком, спрыгнула вниз и снова исчезла. Но Беккер даже не взглянул на него. Он уже говорил по рации, вызывая парамедиков. Через несколько секунд к ним примчалась бригада. Они работали быстро, осторожно вытаскивая женщину из искореженного тела. Назад. Беккер отошел в сторону, давая им пространство, но внутри он не мог перестать думать об этом. Эта кошка не просто бродила по сцене. Она привела его прямо к ней. Если бы не странное поведение кошки, эту женщину, возможно, не нашли бы в критические минуты, или даже дольше. Пока парамедики пытались стабилизировать ее состояние и подготовить к транспортировке, Беккер инстинктивно огляделся по сторонам, выискивая среди обломков оранжевую полосатую кошку. Но она снова исчезла. Тем не менее, он сделал мысленную пометку «быть начеку». После многих лет работы в полевых условиях он знал, что помощь не всегда приходит оттуда, откуда ее ждешь. И сегодня она пришла от бездомной кошки. Спасательные работы
продолжались с настойчивостью и сосредоточенностью. Парамедики Сара Чен и Майк Донован внимательно осмотрели женщину, ставшую их новой пациенткой. «Это...» «Осторожнее с ее шеей, Майк», – сказала Сара спокойным, но твердым голосом. «Мы не знаем, поврежден ли позвоночник». Майк кивнул и поправил захват. Его руки в перчатках двигались со спокойной точностью. Пока они работали, снова появился рыжий полосатый кот. Он с легкостью пробрался сквозь хаос, проскальзывая между спасателями и обломками, как будто ему там было самое место. Несколько членов команды заметили это, но в такой суматохе не было времени беспокоиться о кошке. Казалось, что прошли часы, но на самом деле это были всего лишь минуты, и им удалось освободить женщину из-под обломков. Теперь она была в сознании, но не вполне осознавала происходящее. Ее глаза дико метались по сторонам, пытаясь охватить взглядом все вокруг. Ее дыхание было быстрым и неглубоким. Классические признаки шока. «Мэм, вы меня слышите?» Сара наклонилась ближе. «Теперь вы в безопасности. Мы с тобой». Но женщина, казалось, не могла сосредоточиться. Ее руки дрожали, глаза были широко раскрыты, она была в панике от хаоса, который все еще разворачивался вокруг нее. Майк поймал взгляд Сары. Они оба знали, насколько опасным может быть такой уровень стресса. Затем, откуда ни возьмись, на каталку запрыгнул кот. Он приземлился прямо рядом с женщиной, прежде чем кто-либо успел среагировать. И вместо того, чтобы вызвать еще большую панику, произошло нечто невероятное. Взгляд женщины остановился на кошке. Ее рука, сначала дрожавшая, медленно потянулась и погладила ее по шерсти. Она погладила ее один раз, затем еще раз. Это простое движение, ровное и повторяющееся, казалось, успокоило ее как ничто другое. Ее дыхание замедлилось. Рука успокоилась. Ее тело, прежде напряженное и неподвижное, начало расслабляться. Майк моргнул, не веря своим глазам. «Ну, такое не каждый день увидишь», – пробормотал он. «Слышал. Похоже, у нас появился маленький пушистый психотерапевт». Сара слегка улыбнулась, но не стала упускать момент. Она наклонилась, задавая осторожные вопросы. Как зовут? Болит ли у нее? Помнит ли она, что произошло? Женщина ответила тихим, но отчетливым голосом. Все это время она держала кошку одной рукой. «Ее зовут Лиза», – сказала Сара Майку после проверки жизненно важных показателей. Пульс улучшается. Кровяное давление снижается. Что бы ни делала кошка, это работает. Даже когда каталку готовили к отправке, кошка оставалась на месте, свернувшись калачиком рядом с Лизой. Он мурлыкал, издавая мягкий, ровный звук, который каким-то образом заглушал шум вокруг них. «Может, нам взять кошку с собой?» – спросил Майк, переводя взгляд с кошки на машину скорой помощи. Сара колебалась всего секунду. «Оно». Но рука Лизы все еще лежала на спине полосатого котенка, и взгляд ее был теперь спокойным. «Да». Сара сказала, «Если это помогает, то это остается с нами. Пусть больница разберется с этим позже». Когда они осторожно погрузили Лизу и ее неожиданного спутника в машину скорой помощи, Сара не могла не восхищаться происходящим. За все годы своей работы она видела много странных вещей, но никогда ничего подобного. Двери за ними закрылись, машина скорой помощи отъехала, и Сара бросила последний взгляд на свою пациентку. Глаза Лизы были закрыты, дыхание спокойное. Одна рука мягко легла на рыжую шерстку. И посреди всего этого разгрома Сара на мгновение обрела покой. Рыжая полосатая кошечка молча, но уверенно лежала, свернувшись калачиком рядом с Лизой, пока машина скорой помощи мчалась к больнице. Больница. Сара не раз оглядывалась по сторонам, вспоминая, какой странной и прекрасной могла бы быть эта работа. В мире, наполненном шумом и спешкой, утешение пришло в виде тихой кошки. Это был тот момент,
который запоминается надолго. Когда мы вернулись на место крушения, солнце уже клонилось к закату. То, что всего несколько часов назад было настоящим хаосом, теперь превратилось в порядок. Большинство раненых уже были на пути в близлежащие больницы. В воздухе все еще стоял резкий запах горелой резины и топлива, но сирены стихли, сменившись тихими голосами собирающих вещи измученных спасателей. Возле командного пункта, уперев руки в бока, стоял пожарный Эндрю Беккер. Его снаряжение было перепачкано сажей. Адреналин выветрился, оставив после себя только сильную усталость. Он поймал себя на том, что мысленно возвращается ко всему. К хаосу, спасателям, обуви и Кока. Как по команде, снова появился рыжий полосатый кот. Он пробрался сквозь разбросанные ботинки и снаряжение, потираясь о ноги и издавая тихое, довольное мурлыканье. «Вы только посмотрите на это!» – сказала Сара Чен, которая только что вернулась из больницы. Она присела на корточки, и кот мягко ткнулся мордой ей в руку. Он как будто проверяет, все ли в порядке. Беккер слегка улыбнулся. Кошка умела поднимать настроение. Усталые лица всех присутствующих смягчились. В тишине послышались смешки. Кто-то из команды даже наклонился, чтобы быстренько погладить кошку, когда она переходила от человека к человеку. Затем, как только последняя машина скорой помощи собралась отъезжать, что-то изменилось. Кот застыл на полпути, уставившись на что-то на дороге. Его уши встали торчком, хвост подергивался. Беккер, с любопытством наблюдавший за происходящим, проследил за его взглядом и тоже увидел это. Дорога, по которой ехала машина скорой помощи, была усеяна битым стеклом. Осколки лобового стекла поблескивали в сумерках. Некоторые из них были достаточно крупными, чтобы нанести серьезные повреждения. Никто их не заметил. Прежде чем кто-либо успел выкрикнуть предупреждение, кошка рванулась вперед. Она бросилась навстречу опасности, быстрыми, осторожными ударами отбрасывая крупные куски на обочину дороги. Каким-то образом он избежал зазубренных краев, двигаясь так, словно точно знал, что делает. «Эй, только посмотрите на это!» – крикнула Сара. Все обернулись. В ошеломленном молчании они наблюдали, как полосатый кот расчищает дорогу. Беккер моргнул, а затем начал действовать. «Давайте поможем нашему маленькому другу», – сказал он, хватая пару перчаток. Остальные члены команды последовали его примеру. Дорога. Вместе, ведомые котом на поводке, они убирали стекло, кусочек за кусочком, пока дорога не стала безопасной. Кот сидел чуть в стороне и спокойно наблюдал, обернув хвост вокруг лап, как будто наблюдал за происходящим. «За все свои годы я никогда не видел ничего подобного», – сказал он. «Этот кот только что спас нас от урагана». Беккер опустился на колени рядом с полосатым котом и нежно погладил его за ушами. «Уши. Ты действительно особенная», – сказал он тихим голосом. Кот наклонился к ней, мурлыча громче. Сара подошла с аптечкой в руке. «Мы должны проверить его лапы, на всякий случай», – сказала она, всегда оставаясь медиком. Беккер осторожно взял кота на руки. Сара осмотрела каждую лапу, осторожно поворачивая их. «Никаких порезов, даже царапин», – с удивлением сказала она. Он прошел через это без единой царапины. Когда отъехала последняя машина скорой помощи, огни которой слабо светились на фоне ночного неба, команду охватил тихий трепет. Этот маленький котик сделал сегодня больше, чем кто-либо мог бы объяснить. «Знаете», – сказал Беккер, все еще держа кота на руках, – «я думаю, он заслужил место в пожарной части. Что вы все скажете? Сделаем его нашим официальным талисманом?» По группе прокатилась волна кивков и негромкого смеха. Затем вперед выступил шеф Мартинес. Он все это время молча наблюдал за происходящим. «Я думаю,
«Это отличная идея, Беккер», — сказал он. «Но если мы его оставляем, ему нужно имя, достойное героя». Беккер посмотрел на рыжего полосатого кота у себя на руках, задумчиво нахмурив брови. Беккер вспомнил все. Как этот кот бесстрашно пошел навстречу опасности, привел их к спрятавшейся жертве и даже расчистил дорогу машине скорой помощи от осколков стекла. И тут его осенило. «Хаззи», — сказал Беккер с легкой усмешкой. «Давайте назовем его Хаззи, сокращенно от Хазмат». Имя прижилось мгновенно. Это был прекрасный знак уважения к храбрости кота в обращении с опасными материалами и достойная дань уважения дню, который никто не забудет. Все вокруг кивали и улыбались. Сара наклонилась и нежно почесала Хаззи за ушами. Годы. «Добро пожаловать в нашу семью, малышка», – мягко сказала она. В этот день, наполненный хаосом и душевной болью, они обрели нечто редкое. Не просто утешение, а реальную помощь из самого неожиданного источника. Маленькую рыжую кошечку. Хаззи не просто успокоил паникующую женщину или расчистил опасный путь. Он изменил энергетику всей команды. Когда Беккер нес Хаззи к пожарной машине, он взглянул на кота, который теперь спокойно свернулся у него на руках, и мурлыкал, как будто это было самой обычной вещью в мире. Он не смог сдержать улыбку. Герои не всегда носят форму. А он? Он понятия не имел, что натворил, не имел, скольких жизней коснулся. Но мягкий, ровный ритм его мурлыканья говорил об одном громко и ясно. Он был там, где ему и полагалось быть. Точка. Солнце опустилось за горизонт, отбрасывая длинные тени на расчищенное шоссе. Худшее за день осталось позади. И где-то посреди всех этих обломков и дыма незаметно началась новая глава, которую никто из них не ожидал увидеть. Этот невероятный момент, когда они наблюдали, как кошка мчится навстречу катастрофе, вместо того, чтобы бежать от нее, был не похож ни на что они когда-либо видели. Как вы думаете, что заставило Хаззи так смело вмешаться? А если бы вы были в команде экстренного реагирования, как бы вы отнеслись к тому, что рядом с вами был такой кот, как Хаззи? Дайте нам знать в комментариях ниже.